Место для сынка. Меня еще ни разу не избивал ветер по щекам. Средняя скорость 45,2 км в час. Почти что потерял сознание. Давай, давай! Неплохо, да, но прям плохо. Bogdan Kovalenko. Just before we started here for the men. Right. Feeling pretty good right now, 400 watts. So I don't know a lot about this athlete. Again, Kovalenko also running really, really well. We're seeing right now on screen. Now just we see Bogdan currently in second place. Всем привет! На связи Богдан Коваленко, тренер по триатлону и профессиональный триатлет. Это видео о разборе гонки Сирбанияд 73. Это был мой первый старт в сезоне. О нем я узнал буквально за месяц-полтора до проведения мероприятия. Организаторы написали на почту и предложили возмещение некоторых затрат на поездку, и я согласился поехать. То есть этот старт был не запланированный. Новый сезон у меня начался, и подготовка к нему буквально 8 недель назад. Был такой челлендж подготовиться к полужелезной дистанции за такой короткий промежуток времени и выступить на высоком уровне среди профессионалов и элиты триатлона на длинных дистанциях. Хотел бы поделиться в этом видео именно о подготовке и вообще как прошел старт, о самой поездке. Наснимал некоторые кадры, мне кажется, они очень красивые, и хотел бы запечатлеть их в одном фильме, видео. Так что поехали. Добирались на трансфере сначала до Анталии, с Алании до Анталии, Турция, затем на самолете до Абу-Даби. Там нас встречал трансфер с аэропорта до морского порта, где мы должны были сесть на корабль, круизный лайнер, и доехать до самого старта. Место проведения — это остров Сирбанияд. На теплоход. Бутерброды кушали, и в целом все было в порядке и адекватно. Конечно, недосып сказывался, хотелось поскорее сесть уже в лайнер и поспать. Ты что, устала? Нет, могу еще не спать 3 дня примерно. Я вообще планирую до субботы, наверное, не буду спать. Ну, до следующей. Может, тогда стартанешь? Да, можно начать. Котики, знаешь, пойдет, ты куда больше подумаешь? Пока мы тут, короче, едим и отдыхаем, вон пацаны пошли плавать. Настоящие спортсмены. А ты что не идешь плавать? Они тут из отеля соседнего, наверное, приехали. Капец. Спорт. На лайнере включено питание и проживание. Ого. Вот это кают. У вас есть имитация воды. Вау, это окно, что ли? Ну, вот так вот. Кровать. Ладно, нормально. Спать. Ничего такое, да? Место для сынка. Люди, странные создания, да? Вот вода,
куча воды, а они вот все придумали. Еще и велотуфля. Круто. Мы на корабле просто добирались до старта и на следующий день стартовали. Красивый закат был на корабле. Прям, конечно, это мой первый опыт был проживания на круизном лайнере. И плюс такая логистика невероятная и удобная была, что мы на корабле просто добирались до старта и на следующий день стартовали. Мне еще ни разу не избивал ветер по щекам. Давай, вперед! Круг страшно. Снова едим. Это что-то паста там, пицца, десерты, море. Единственный день, когда мы выспались, это, наверное, перед стартом, то есть с 30 на 31 вот, проснулся я, вроде как должен был отдохнувший, но как-то все что-то было не так. Видимо, сказывался день недосыпа до этого, я не придавал этому значения, обычный завтрак, там уже плыли с полной дистанции люди. Там очень много булочек, они все жарят, вкусно. Кушаем и бежим в забег. Меня не проснется. Ой, там уже кто-то плывет. Правда? А, это же это. Велик готов, осталось до старта час, 2 часа. Да. Вот сюда у меня всего будет 2 литра где-то жидкости. Возьму гранолу, шучу, там сахар. Вот там не гранола, а сахар. Положу по 100 грамм сахара в каждую бутылочку. Вот. Получится 200 где-то, 250 грамм. Плюс для вкуса добавлю такие штуки. Все, поехали в транзитку. То есть транзитка была в день самого старта. Ее даже не закрывали, как в обычных гонках. То есть можно было чуть ли не в любое время прийти и поставить велосипед. Ну-ка, что у тебя за футболка? Из премиальной коллекции успеха. Крутятся колеса. Вот бы так же легко было крутить. За полчаса до старта пошел на пробежку, разминку. И тут уже как бы немного меня повело, заканчивая там 10-минутную пробежку с ускорением, что-то остановил, заканчивая ее, у меня получилось какое-то головокружение резкое, Нет. давление, Просыпайся. не смогло срегулироваться после нагрузки, и потемнело в глазах, я немножко потерял ориентацию и почти что потерял сознание. Света это видела, но почти что запечатлела это даже на кадрах. Не знаю, что это. Скорее всего, мои уже сейчас предположения, что все-таки нервная система перегружена была после ночного перелета. Вот, поэтому это уже какой-то осадок наложило после разминки, и я начал волноваться, Света тоже. Но пошел, думал, перегрев, может, какой-то, пошел в море окунуться.
Там истребители летали, пока мы разминались в море и готовились к старту. Сам старт был в 10:30 утра, достаточно уже солнце пекло, в Арабских Эмиратах тепло, было около 20, наверное, градусов, 22, может, в это время, но солнце было очень ярко. Плавательный этап был море, я все тактически правильно сделал, прыгнул в ноги там очень хорошему пловцу Генри Шуману, бронзовому призеру Олимпиады, уже не в первый раз с ним сталкиваюсь. То есть все тактически правильно сделал, первый бой я отлично отработал в первых линиях, но не хватило просто банально выносливости. Мышцы рук стали деревянные, и я начал отставать все дальше и дальше. В общем, выплыл с конца второй пачки, чувствовал себя, не помню уже как, но, по-моему, подустал. Вот, сделал транзитку последним, можно или предпоследним, так как всегда надеваю носки, и видел, что спешить-то в принципе некуда. Там первые 2 километра нельзя было обгон делать, и я просто сидел в пачке. Велоэтап был короче, 82 километра вместо 90, и с набором около 500 метров. На самую высокую точку забирались острова. Там подъем был с градиентом 12%, по-моему, временами, так что было опасно. У меня была одна звезда, 58-я, и я прям заламывая заехал. Хорошо цепь не порвал. И так вот я проехал большую часть дистанции первым-вторым номером. Второй пачки не стал догонять лидеров. Решил в этот раз, и накладывалось то, что я чувствовал себя не оптимально, и то, что всегда передавливаю на велосипеде и не могу бежать. Поэтому в этот раз старался на велосипеде сдерживать свои порывы и просто контролировал, тактически проходил гонку. Я буквально на 76-м километре, там похожие повороты в транзитную зону, и нас как будто направили не в тот поворот, и пришлось там замешкаться, и мы где-то потеряли минуту на разворот обратно на дорогу. Вот, и я оказался из лидеров в пачке в конце, и то есть последние там буквально 10 минут я ехал с низкой мощностью, просто крутил педали, дышал, готовился к бегу, надеялся, прям чувствовал, что в принципе ничего не произошло, я не умотался, и должно было сказаться на беге, надеялся на скорость там хотя бы 3:35 темп. Очень хорошо, у тебя там минутки 2 всего от лидера где-то, давай. Ты хорошо чувствуешь себя? Велоэтап закончился, получилась средняя мощность 315 Вт, нормализованная 324 Вт на 1 час 49 минут и средняя скорость 45,2 км в час. Получилось есть на велоэтапе 280 грамм углеводов. Ты где-то 9-й от лидера, там вообще немножко относительно, минутки 1,5, держись. Да, понимаю. Думай, что скоро закончится, дыши. Если совсем плохо не станет, если что, все ок, ты молодец. Отрыв есть, там многим, видимо, плохо тоже. Не хватило подготовки, особенно велоподготовки. Мышцы уже на велоэтапе травмировались из-за, наверное, высокой нагрузки. Позже, опять же, я узнал, что недосып влияет на общие пороги, то есть если не доспать до старта, то нервная система предохранитель включает, и просто 5-10% формы теряется. Попробуй, подержись еще немножко, попробуй. Да, молодец. Вот так я бежал. Иногда даже получалось
кадры, как я бегу за 4-й позицией гонки, он меня уже на круг обгоняет. И я, в принципе, продержался с ним километр, но закружилась голова, и я решил отпустить его. Он бежал тоже там с темпом 3:35, то есть 4-я позиция с темпом 3:35. И весь беговой этап вышел тоже короче, примерно 19 километров. Из них я 9, то есть первую половину просто пытался себя настроить, работать, терпеть эту боль при низкой для меня скорости. Настроился, что да, вот такая ситуация, ну, надо добежать, как могу бежать, и просто сфокусировался на том, что нужно закончить дистанцию, попробовать что-то новое, пытался вот за лидерами иногда зацепиться, посмотреть, что, как, могу ли я сколько продержаться в таком темпе. И последние 10 километров даже быстрее, по 3:56. Средняя, это, конечно, смешные цифры для меня, но по ощущениям это было не смешно, даже быстро и тяжело. Вот. Солнце грело сильно, ну там достаточно было пунктов питания, лед раздавали. И, в принципе, я делал в подготовке вот этот месяц, который готовился, сделал примерно 10 тепловых хороших тренировок, утомительных. И поэтому, в принципе, нагрева я не чувствовал. Ты такой молодец! 28-я позиция, средний темп бегового этапа 3:58, но, например, от топ-5 я отстал всего на 10 минут, и все это на беге произошло. Christensen, about 5K of running to go for our women. Неплохо, да, но прям плохо. Не знаю, мышцы деревянные были, то есть просто какое-то состояние странное очень. Ну вот что-то с мышцами было с самого начала, я не знаю, как это объяснить. Видимо, нервная система, может, как-то блокировала, не знаю, ну что-то с энергией было не то. На велике я себя нормально даже экономился. Даже экономился. Ого. Лучшая футболка и лучшая поддержка. Сил настолько тоже с утра, что я не побежала на развилку, я боялась, что меня там накроет, плюс я увидела, что там нет обочины, там надо было по песку, а меня что-то село, и мне как будто температура, меня в жар бросила прям. Ну блин, вот что-то... Мне кажется, ну это переезды и недосып 2 дня. Надо в следующий раз как-то это... Надо точно делать что-то другое. Это просто бред. Ты приезжаешь сюда выкладываться на 100%, а до этого 2 дня мы не спим. Отбили поездку. А еще апельсинка есть. Затем мы даже еще немножко побегали, света нагрузки не было, и мы вошли еще, забежались ближе к вечеру перед ужином. И затем был ужин прям там возле старта, то есть ужин перенесли с лайнера, и мы ели даже под салют. Вот так ждем ужина после гонки. Богдан так не ел, только завтракал и все. Но мне полезно, говорят. Я не говорю. Корабль красивый, конечно. Как Титаник размером. Меньше Титаника, на 33% в длину, в ширину такой же. Ну вот. Меньше Титаника. Масштаб мероприятия, конечно, очень впечатлил.
И все это, конечно, очень невероятно было. И на следующий день мы поехали на сафари. На этом острове живут вот так животные, и просто мы насладились. И вот кадры, надеюсь, вам тоже понравятся. Посмотрите. Ну и после сафари мы отправились снова, отплыли от парома и поехали в Абу-Даби, снова в порт. И в течение этой поездки еще побегали по палубе, попробовали сделать трек в Страве за вертушками какой-то, но получилась простая линия. Видели дельфинов, пока бежали и отплывали от пирса, то есть впечатлений набрались уйму. Затем у нас обычная дорога в тот же день ночным самолетом. У нас в автобусе ехали до аэропорта уже в Дубаях, это 130 километров от Абу-Даби. Попали в пыльную бурю. Я даже там вытирал окно водителю, потому что конденсат собирался. Вот, и очень долгая, утомительная поездка была домой. То есть все путешествия, конечно, надо организовывать тщательней. И это хороший опыт был, болезненный, как обычно, но хороший. То, что надо как минимум заранее приезжать, если выкладываться и хороший результат показывать. Чем больше времени на подготовку к старту, тем лучше можно подготовиться. Это главный, наверное, может и банальный вердикт этого опыта и этой поездки. Поэтому, если есть желание подготовиться к какому-то старту и нужна помощь в подготовке, буду рад помочь. Записывайтесь на тренировки ко мне. И всем хороших тренировок. До новых встреч!